Звук, знакомый каждому геймеру, предвещающий начало новых, нескончаемых открытий, впечатлений, а главное новых, безграничных возможностей. Единственная игра, по которой сразу одновременно снимают фильмы, клепают сериалы, создают летсплеи, выпускают конструкторы, мягкие игрушки, делают бизнес, устраивают конкурсы и проводят виртуальные встречи. Здесь ежедневно организовывают свой досуг миллионы игроков из разных уголков планеты. Майнкрафт — это далеко не обычная игра, это целая вселенная, зародившаяся благодаря одному единственному человеку, решившему переступить привычные для всех рамки. И в этом ролике вы узнаете, что стало с этим человеком, создавшим мировой шедевр игровой индустрии, почему именно люди играют ключевую роль в развитии Майнкрафта, а самое главное, за что его любят и презирают во всем мире. Хайо, друзья, присаживайтесь поудобнее, у аппарата один шук, и нас ждут великие дела. Свое начало Майнкрафт берет в конце первого десятилетия 21 века. Еще тогда будущий всемирно известный шведский программист Маркус Персон занимался разработкой видеоигр. Причем делал он это как на работе, создавая браузерные игры, так и в свободное время, мечтая об игре с полной свободой действий. Как и любой другой творческий человек со своими взглядами на жизнь, у него было хобби. Он очень много времени уделял изучению языков программирования, поэтому его первым проектом была фэнтези-игра Worm Online. Так как компания, в которой он работал, запрещала своим сотрудникам получать доход с собственных проектов, Маркус не надеялся на успех в ближайшее время, но продолжал над ней работать, ведь это приносило ему положительные эмоции и помогало выплескивать свои идеи. Вскоре он завел новые знакомства, но прекратил работать над Worm Online из-за творческих разногласий и ужесточения политики к его проектам на рабочем месте. Время текло, а Маркус питал новые идеи. Он устроился на новую работу и по-прежнему много времени проводил в интернете, общаясь с другими разработчиками. Ему часто приходилось обозревать творения других талантливых людей. Маркуса привлекали такие игры, как Dwarf Fortress, Roller Coaster Tycoon и Dungeon Keeper. Всех их объединяла возможность что-то создавать, что-то развивать и сражаться за это. Рассматривая такие проекты, он находил в них недостатки и рассуждал над тем, как можно было бы их дополнить или скомпенсировать. Персон хотел создать с одной стороны бескрайний мир со свободой действий, но в то же время полный всевозможных приключений и испытаний. Постоянные эксперименты и попытки все это совместить в одном проекте не приносили большого успеха, чего-то тут явно не хватало. Однако все изменилось, когда Маркус наткнулся на очередную игру Infiniminer. Это был блочный мультиплеер, заточенный на добычу ресурсов вместе с друзьями, а побеждал в ней тот, кто вынес больше всего ресурсов на поверхность. Это стало ключевым моментом, после которого Маркус Персон наконец-то определился с идеей. Первая версия Майнкрафта под названием Cave Game впервые была опубликована в 2009 году на одном из форумов в интернете, а позже, когда довольные игроки стали делиться отзывами и присылать скриншоты своих построек, проект переименовали в Майнкрафт, что означало, как вы могли догадаться, шахтерское ремесло. Стоит отметить, что после появления платной копии и официального лаунчера, браузерная версия перестала обновляться и осталась в интернете. Причем в нее до сих пор можно поиграть на официальном сайте игры. Кому интересно, я оставлю ссылку на нее в своем телеграм-канале, где частенько публикую различные новости интернета, анонсы новых видео и свое мнение. Попасть туда можно по точно такой же ссылке в описании, если что. В последующие годы Ночь, таков был ник Персона в Майнкрафте, основал студию Mojang совместно с коллегой по старой работе. Они продолжили завозить в песочницу контент и тестировать новый режим выживания. Так, из-за неудачной попытки создать модель свиньи появился Крипер, ставший впоследствии символом игры. Ночь стремился вносить разнообразие, поэтому вскоре перед официальным релизом для игроков открылся Nether как средство передвижения на большие расстояния, и Эндер Мир, который должен был символизировать конечный путь игрока и конец игры после убийства дракона. Вообще, финальным боссом хотели выбрать кого-то другого, мол, дракон слишком скучный. Но наш герой настоял на своем. Можете, кстати, написать в комментариях, кто бы мог заменить его в Эндермире. Мне будет интересно почитать. Mojang расширял персонал, Майнкрафт рос, пополняясь активными игроками и серверами, и казалось, что так будет и дальше. Все изменилось в 2014 году. В сторону студии увеличилась критика из-за нововведений, а чуть позже сам Маркус признался, что на него лег груз большой ответственности, а управление собственной студией начало приносить больше неприятностей, чем удовольствия. Так Mojang AB была продана американской корпорации Microsoft. Это действительно стало сложным решением, навсегда изменившим жизнь студии.
Я создаю игры, потому что это весело, и потому что мне нравятся игры, и люблю программировать. Однако я никогда не стремился создавать игры, которые должны стать огромными хитами, и не пытаюсь изменить мир. Майнкрафт, безусловно, стал таким огромным хитом, и люди постоянно говорят мне, что он изменил современные видеоигры. Я никогда не предполагал, что это случится. Это, несомненно, мне льстит, и было интересно оказаться в центре внимания общественности. Я люблю вас. Всех вас. Спасибо вам за то, что сделали из Майнкрафт то, чем он является сегодня. Но вас слишком много, и я не могу быть ответственным за то, что таких больших размеров. В каком-то смысле теперь он принадлежит Microsoft. В гораздо более широком смысле. Он всегда принадлежал всем вам, и это то, чего никогда не изменить. Дело не в деньгах, дело в моей нормальной психике. Несмотря на это, сделка состоялась. Mojang AB перешла в руки Microsoft за колоссальные $2,5 миллиарда, а Minecraft стал на путь глобальных перемен. Маркус Персон, в свою же очередь, купил себе особняк в штате Калифорния и избавился от вечных проблем. Его можно понять, ведь иметь собственный бизнес и поддерживать всемирно известную площадку для творчества – это большая ответственность и куча дел. Поэтому иногда стоит доверить эту работу другим и продолжить жить спокойной жизнью. Хотя, по правде сказать, уже в 2024 году он учредил новую студию под названием BitShift Entertainment и уже даже представил свою новую игру Levers and Chests, которая чем-то напоминает прошлое его творение. Вряд ли оно, конечно, будет таким же успешным, но уж лучше так, нежели держать все планы внутри себя. Майнкрафт — это не просто игра. Это целая вселенная, целый простор для креатива и фантазии. Как упоминалось ранее, эта игра сломала все границы, показав людям, что видеоигры не всегда должны быть с линейным сюжетом. Не всегда достаточно красивой графики и увлекательной истории от гениальных гейм-сценаристов. Иногда хочется добавить что-то свое, создать свой мир и играть по своим правилам. Майнкрафт позволяет воплотить все свои мечты в одном мире. Кроме того, он собирает и сближает игроков по всему миру в одном месте. Вы никогда не задумывались, почему некоторые люди его критикуют, а другие им восхищаются? Дело в том, что именно тут часто и проявляются наши хотелки. Кто-то заходит сюда, чтобы насладиться кубическим миром, побегать по джунглям в поисках приключений под атмосферную музыку. Кто-то заходит сюда ради реализации величественных планов, кто-то заходит исключительно на сервера, чтобы повеселиться с друзьями, а кто-то и вовсе зашел в эту игру только ради модов и чисто только чтобы поугарать. Что уж говорить, если в Майнкрафт свои проекты реализовывают архитекторы и бизнесмены, а студенты проводят встречи, и вообще существует отдельная версия для образовательных учреждений. Да-да, вам не послышалось, в некоторых странах действительно проходили такие мероприятия, где молодые архитекторы строили свои проекты в игре, а затем представляли их на конкурсе. И я могу сказать больше, были случаи, когда крупные компании через нее рекламировали свои продукты посредством строительства тематической карты. И да, Майнкрафт используют даже в школах. Вы только представьте, где еще такое видано? А на рынке нередко можно найти бесплатные образовательные наборы. Мне даже как-то удалось поиграть на карте, посвященной кибербезопасности и защите редких животных на планете. То есть с помощью этой видеоигры амбициозные люди находят способ повлиять и донести до общества правильный образ жизни. К слову, играть в нее не только дети на уроках, но и люди разных возрастов. К примеру, вот вам история одного дедушки. А это история одной учительницы. А вспомните, сколько разных блогеров есть на просторах YouTube, у которых есть собственные серверы, которые регулярно проводят на них разнообразные испытания для своих роликов. Вот тут меня всегда удивляло то, с каким пониманием они относятся к такому контенту. Другой бы мог сказать, мол, ты слишком маленький, или нет, ты интроверт, ты нам не подходишь для нашего сверхкрутого видео. Но нет же, большинство активно дает бы возможность поучаствовать в своем ролике даже подросткам и неопытным игрокам. А это разве ли не круто? Этот факт доказывает то, что даже одна обычная видеоигра может сближать и объединять людей не хуже той же прогулки в парке, а глубокая спокойная музыка позволяет забыть о собственных проблемах и погрузиться в совсем иной мир, где жизнь кипит ключом, где не нужно выбирать между правильным и неправильным решением, а прислушиваться к ощущениям. Стоит отметить, что по этой же причине его и не любят. Типа, как это так, заплатил 2 с лишним косаря за игру, а там нет никакого сюжета, целей, да даже графика квадратная.
Кстати, насчет графики. Лично я не представляю, как могла бы выглядеть подобная игра без замены мира на кубики. Типа, а как наш персонаж будет копать, а строить как? Как в Fortnite или может сразу по кирпичикам дом собирать? Одним словом, если вы знаете, как могла бы выглядеть графика в подобной игре, то дайте знать в комментариях. А вот шейдеры очень даже хорошо здесь смотрятся. Такая игра, как Майнкрафт, является уникальной песочницей и платформой для творчества, своего рода виртуальным конструктором Лего или полноценной платформой для создания любого сценария. А мультиплеер, многочисленные сервера с интересными мини-играми и огромное сообщество талантливых фанатов и блогеров по всему миру является основной причиной популярности столь, казалось бы, примитивной игры. Это яркий пример для всех нас, что даже обычный человек с богатой фантазией и настойчивостью может точно так же построить карьеру и удивить мир простыми вещами. Я уверен, что в каждом из нас обязательно горит тот самый огонек перемен, который желает изменить все вокруг, точно так же, как когда-то это сделал Маркус Персон, и помочь ему в этом может обычный мир из кубиков. Как бы это грустно не было, но этот ролик подошел к концу. Если он вам понравился, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, хотели бы видеть еще мои видео по этой игре, и если вдруг в порыве вдохновения мне понадобится ваша помощь, то не забудьте подписаться на мой канал в Телеграме, так как всю актуальную информацию всегда можно найти там. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и всем покедова!